Нет идей, что приготовить на завтрак? Сейчас покажу 5 вкусных рецептов для удачного начала дня. Для первого рецепта возьмем 180 грамм пастообразного творога и добавим к нему одно яйцо, пол чайной ложки соли и перемешиваем. Теперь добавляю 5 столовых ложек муки. Я использую муку из твердых сортов пшеницы. Вы можете заменить ее на любую другую на свой вкус. Также добавляю пол чайной ложки разрыхлителя. Теперь хорошенько перемешиваем. У нас получится довольно плотное тесто. Противень застилаем пергаментом. Разделяем тесто на 2 равные части. Из каждой формируем вот такую лепешку, слегка похожую на лодочку с углублением внутри. Чтобы тесто не липло к рукам, слегка смочите их водой. Далее возьмем 60 грамм сыра и натираем на терке. Выкладываем по 30 грамм в каждую лодочку. Далее у 2 яиц отделяем белки от желтков и желтки выкладываем в центр. Белки нам не понадобятся. Можно заморозить их и использовать потом в других рецептах. Ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. А если вы хотите, чтобы желток был жидким, то добавляйте его за 5 минут до конца выпекания. Вот такая красота у нас получилась, но кроме того, это очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить этот рецепт. У меня он точно входит в список любимых. А для следующего рецепта возьмите одно яйцо и отделите у него белок от желтка. Сначала возьмем емкость с желтком, добавляем подсластитель, также 1 столовую ложку сметаны либо же йогурта, 1 столовую ложку муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешайте. Также можно добавить немножко ванилина. Вот такая масса у нас получается. Отставляем ее в сторону и вернемся к белку. Взбиваем его до стойких пиков. Ну а теперь объединяем обе массы, аккуратно их перемешивая. Разогреваем сковородку и добавляю 1 чайную ложку масла кхи. Отправляю на нее тесто и распределяю его по поверхности сковородки. Накрываю крышкой, готовлю на самом минимальном огне несколько минут. Когда поверхность станет матовой, аккуратно переворачиваю. Для начинки я буду использовать клубнику. Нарежу ее тонкими кусочками. Также возьму 1 столовую ложку сыра рикотты, 1 столовую ложку греческого йогурта и 1 чайную ложку меда. Можно заменить на другой подсластитель. Перемешиваю, у меня получится вот такой вот крем. Выкладываю его на блинчик, а сверху выкладываю клубнику. Вы, конечно же, можете использовать любую другую начинку на свой вкус. Складываем его и слегка посыпаем сахарной пудрой. Это идеальный завтрак для сладкоежек, только мы приготовили его из натуральных полезных продуктов. Друзья, если вам интересна тема здорового питания, хочу напомнить, что вы можете приобрести мои готовые рационы для похудения. Это мои авторские меню, с которыми вам не придется тратить время на подсчет калорий и поиск новых рецептов. Это сбалансированные меню с пошаговыми инструкциями и списком продуктов на каждую неделю. Ссылку на мой сайт, где вы можете их приобрести, оставляю в описании под видео. А для следующего рецепта нам понадобятся листья салата, так что если они завалялись у вас в холодильнике, то этот рецепт точно вам пригодится. Я взяла один большой пучок весом примерно в 100 грамм, промыла зелень и хорошенько просушила ее от лишней воды. Использовала даже специальную сушилку для этого. Ну, можно просто промокнуть бумажными полотенцами и оставить при комнатной температуре минут на 15.
Затем листья салата я выкладываю в чашу измельчителя. Добавляю к ним 2 яйца, 1 столовую ложку творожного сыра и пол чайной ложки соли, а также 2 столовые ложки муки и пол чайной ложки разрыхлителя. А теперь перемешиваем это все до однородности. Вот что у нас получается. Вафельницу я разогреваю и слегка смазываю маслом. Всего количества теста нам хватит на 4 вафли. Готовим их примерно по 5-7 минут. Если у вас нету вафельницы, то можно приготовить их как обычные оладьи на сковороде. Ну и, конечно же, добавим к ним начинку. Я смазываю творожным сыром и добавляю слабосоленую рыбку. Вы также можете заменить на другую любую начинку на свой вкус. Посыпаю сверху итальянскими травами. Так получается еще вкуснее. Это отличный вариант вкусного и сытного завтрака. Видимо, он пах так сильно, что мой пес пришел и даже съел 1 вафлю, пока меня не было на кухне. Хотя обычно он таким не занимается, но ему было очень стыдно. А для следующего рецепта я возьму 4 стакана овсяных хлопьев. У меня овсяные хлопья, которые варятся 10 минут. Если в граммах, то нам понадобится 400 грамм. 150 грамм орешков мелко нарублю. У меня орехи кешью можно заменить на любые другие. Орехи добавляю к овсянке, и сюда же я добавлю семена тыквы 50 грамм. Их вы тоже можете заменить на любые другие семечки. Далее беру 2 столовые ложки кокосового масла и 2 столовые ложки меда. Кокосовое масло вы можете заменить на любое другое масло. Ставлю в микроволновку секунд на 10, чтобы масса стала жидкой, и добавляю к ней 2 чайные ложки какао. Какао у меня без сахара. Перемешиваем, и вот такой шоколадный соус у нас получился. Добавляем его к сухим ингредиентам и хорошенько перемешиваем. А чтобы не пропустить еще больше вкусных и полезных идей, не забудьте подписаться на мой канал, если до сих пор еще этого не сделали. Далее я беру форму для выпекания, застилаю ее пергаментом и отправляю в нее массу, разравнивая ее равномерным слоем. Ставлю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 20. В процессе периодически помешиваю массу. Вот такая она получается уже после остывания. Перекладываю ее в емкость для хранения. Храню ее просто в ящике на кухне при комнатной температуре. Хранится она около месяца, может и дольше, но у меня дольше она не задерживается. Далее я беру 100 мл молока и добавляю к нему 2 столовые ложки семян чиа. Перемешиваем их вместе. Ставлю в холодильник на несколько часов или на ночь. Масса загустела и стала вот такой. К ней я добавляю гранолу, на порцию возьму 50 грамм, и клубники, нарезанной кубиком, грамм 100. И вот такой вот яркий, красивый завтрак, который можно подготовить заранее, у меня получился. Это было очень вкусно и сытно. По желанию вы можете добавить немного меда или другого подсластителя, но хотя мне так в самый раз. А для следующего рецепта нам понадобится один небольшой кабачок, его необходимо натереть на терке. В натертом виде у меня получилось 250 грамм кабачка. Добавляю к нему немного соли и перемешиваю, после чего оставлю минут на 5, он тогда начнет выделять сок и мне проще будет его отжать.
А теперь отжимаем лишнюю жидкость. К отжатому кабачку добавляем 1 яйцо, я добавлю 1 чайную ложку сушеного чеснока и 2 столовые ложки муки. Соль уже не добавляю, так как добавила ее раньше. Хорошенько перемешиваем. Вот такая масса у нас должна получиться. Далее я возьму половинку 1 томата и нарежу тонкими кусочками. Разогреваю сковородку, добавляю немного масла и выкладываю на него всю массу. Лопаткой распределяю ее по дну сковородки, чтобы она была как равномерный тонкий блинчик. Накрываю крышкой и готовлю на маленьком огне. Затем переворачиваю и готовлю с обратной стороны. Сразу же посыпаю тертым сыром, я взяла примерно 30 грамм, и сверху выкладываю нарезанный помидор. Накрываю крышкой еще на несколько минут. Посыпаю сверху специями. У меня итальянские травы. Достаем со сковородки и можно нарезать на кусочки. Вот такая вкусная кабачковая пицца у нас получилась. А я надеюсь, что это видео вам понравилось, и буду ждать ваши лайки и комментарии внизу. С вами была Оля, до встречи в следующих видео.